Добрый день, друзья! Я всегда с удовольствием читаю все ваши вопросы под видео и по возможности, по мере того, когда у меня есть свободное время, отвечаю на вопросы и на Ютубе, и ВКонтакте. ВКонтакте всегда прошу писать вопросы мне в личку, потому что мне голосовым сообщением значительно быстрее вам ответить и на большее количество вопросов. И один вопрос меня заинтересовал. Наверное, это писал молодой архаман, а не архаман со стажем. Я рассказывала, что мне досталась орхидея и цветонос из точки роста. Я уже много раз рассказывала про орхидеи с цветоносами из точки роста. Но тут появилась новая орхидея, и мне написали: да все это ерунда, что цветонос из точки роста. У меня орхидея пробудила сбоку почку и растит листья. Это совершенно не значит, что из точки роста у вас опять начнут расти листья. Эта орхидея дала детку. И я об этом все время говорю, что если у орхидеи цветонос из точки роста листьев больше не будет. Не будет по одной простой причине. Все, она задействовала точку роста на цветы и на цветонос. Листьев больше не будет. И вот сейчас я вам покажу еще 3 орхидеи, которые по каким-то причинам у них не растет точка роста. Причины, кстати, могут быть разные. И одну орхидею, которую, вот эту Андору, которую я тоже вам уже показывала. И эти все орхидеи я уже показывала. И если будут ссылочки в правом верхнем углу экрана, это именно будет то видео, где я рассказываю об этих орхидеях. Так вот, об Андоре я рассказывала, что она заболела непонятно чем. Здесь на стволике орхидеи так и остались эти отметины. И она в тот момент, когда я рассказывала вам вот об этой болезни, которую я так и не определила, она в тот момент выпустила цветонос. И мне казалось, что это цветонос из точки роста. И я была в шоке. Такая красивая орхидея, а цветонос из точки роста. Но, как оказалось, цветонос не из точки роста. А последнюю цветовую почку, цветочную почку, он пробудил. Вот точка роста, и она свободна. А рядом растет цветонос. И вот эта орхидея, когда отцветет, она продолжит растить листики. А сейчас она зацвела. И после болезни, и после того, как мне казалось, что эта точка роста у нее задействована. Но нет. По каким-то непонятным причинам или понятным для нас причинам орхидея теряет точку роста. Но когда потеряна только точка роста, и гниль не прошла глубоко в орхидею, и остались листья, и даже бывает, когда мы оставляем пенек, просто сухой пенек, они пробуждают цветовые почки, которые не были задействованы на цветение. И вырастают вот такие детки. Правда, детка уже отцвела. Цвела очень красиво. Если найду цветение, покажу вам обязательно. Мама потихоньку увядает. Медленно, но начинает сушить листья. Передает все питательные вещества вот этой крупной детке. А детка растит корни вглубь горшка. И сейчас я присмотрюсь, вот то ли детка выпускает новый корешок, но вам я не смогу это показать. Корешок, он идет выше цветоноса. Я уже думала, что детка еще один цветонос решила выпускать. Пересадку этой орхидеи, вернее удаление мамы и посадку вот этой крупной детки я вам обязательно покажу, как только у нее опять появятся новые корни.
потому что все корни идут вглубь горшка. Но тут будем удалять, будем разбирать, будем смотреть. Обязательно будет показ вот этой орхидеи. Ну вот когда нет точки роста, тогда однозначно детка. Когда цветоносы с точки роста, однозначно будет детка. А вот это у меня орхидея, но она очень любит пускать деток. Она и цвела, и дарила я деток от этой орхидеи. И что только с этой орхидеей у нас не случалось. И, по-моему, последний раз, когда я вам показывала, ну вот это я видела первый раз. Когда из точки роста растут корни. Вот такие корни растут из точки роста. Причем жесткие. Вот один даже еще раскукленный. Но она такая мама, такая любительница растить деток, что она сразу решила, ну нет точки роста, значит будет детка. И вот она, огромная детка. Вот она, детка. Вот это мама, а это уже детка такая выросла. Причем растит деток она очень быстро. Детки моментально пускают корни. У меня есть такая уже отсаженная детка. Она на цветоносах выпускала детку. В прошлом году 7 января я подарила такую детку, прям отрезала с цветоносом цветущую. И вот опять от нее детка. Это биглип. Вот такая плодовитая мама у нас. И корни у детки видны новые. И эту детку, когда я буду отделять от мамы, тоже буду вам показывать. Вот так по-разному бывает у орхидей. То корни из точки роста, то точка роста потеряна, то цветоносы с точки роста. Но при благоприятных условиях мы всегда дождемся от такой орхидеи детку. А благоприятные условия – это тепло и свет. И орхидея обязательно выпустит детку. Если у ваших орхидей потеряна точка роста, поставьте ее в тепло, в яркое освещенное место, но не на прямой солнечный свет. И тогда ваша орхидея обязательно порадует вас детками, а может быть даже не одной. Если вам интересно узнать, как отделять деток от мамы, как их пересадить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и обязательно это покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.